Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, друзья! Сегодня у нас очередной обзор очередного инструмента, а именно гайковерта аккумуляторного с AliExpress под брендом Ludivi, или вот не знаю, как это правильно читается. Приехал в такой вот коробчонке, все было упаковано еще в один пакет. И у нас есть инструкция, друзья, и просто тушка. Так, достаем из пакета, выбрасываем коробочку. Еще у нас нет интересного в коробочке. И вот такая вот, друзья, штуковина. Так, давайте посмотрим сразу инструкцию. То есть, несколько видов шуруповертов и гайковертов указано, как мы видим. Вот, инструкция, я так понимаю, общая для всего. Так как на рисунке у нас нарисовано совершенно не то, а такой просто шуруповертик. Ну и здесь всякие у нас обозначения, что обозначают у нас индикаторы. Так, инструкция нам тоже, друзья, наверное, не интересна. Интересен нам сам вот этот вот чудо-агрегат. То есть, я по-первяне, как взял это дело в руки... Очень уж мне он напомнил мой Хаймер. Вот. Но потом, сравнив и присмотревшись, я понял, что это немножко две разные вещи. Давайте я вам покажу. Вот видите, какой он уже грязный мой Хаймер. То есть работает каждый день без устали. Ну и вот такие вот агрегаты. То есть размер практически одинаковый. Вот. Но у нас Хаймер заявлен... 550-650 ньютон на метр. То есть вы все помните мой обзор. Кто не помнит, обязательно переходите, смотрите. Там довольно я показывал все подробно, что он крутит, как он крутит. Но у меня на тот момент был ключ только на 300 ньютон-метр. Вот. И, конечно же, этого ключика было мало. Сейчас я не знаю, мы с вами будем брать этот ключик или не будем. Вот, в то время как данный агрегат у нас заявлен 800 ньютон на метр. Значит, у нас от 0 до 6200 оборотов в минуту. Ну, а здесь у нас сколько? А здесь у нас от 0 до 3200 оборотов в минуту. Вот, такие две большие разницы, в принципе, я бы сказал, да? Ну и вот так это все дело у нас как бы выглядит со всех сторон. Все у нас идет под АКБ Makito. Значит, друзья, давайте мы сделаем сравнительный анализ по весу данного агрегата. Возьмем все это дело и взвесим. То есть взвешиваем тушу Ludivi. У нас кило 642. И, друзья, взвешиваем тушу Хаймера. Кило 673. Ну, наверное, плюс тут, если убрать всю грязь мою, то будет то же самое. Вот. Давайте рассмотрим. Так, кому интересно, можем взвесить даже с аккумулятором на 6 ампер. То есть покажу я именно уже этот, так как Хаймер не буду показывать. То есть 2 килограмма 492 грамма. 2,5 килограмма мы имеем в руке. Что за день работы, конечно же, не может не сказаться на ваших руках. Аккумулятор, кстати, шестерочка. Вот. Ну и вот такой вот у нас агрегатик, друзья. Все, в принципе, как и везде. Все эти вот шлеечки, шмеечки. Хотя она, в принципе, как бы и не нужна. Так, давайте посмотрим на его работу. У нас, друзья, также есть индикатор. Значит... Вот так это все дело работает. Первая скорость и вторая скорость. И опять первая. То есть на заворот у нас вот таких две скорости. Давайте на отворот. Так, опять врубаем. Большая скорость. И переключаем. Все, в принципе, как всегда, как обычно. Давайте я вам продемонстрирую теперь на заворот две скорости. Вторая скорость. И на отворачивание. И постоянное вращение. Все, в принципе, как и везде. Вот такое есть у нас фонарик, подсветка. Все шикарно, все отлично. Так, теперь, друзья, я хочу что сделать? Хочу разобрать, как всегда, данный чудо-агрегат. Значит, я уже вижу, что он скручен везде у нас крестовыми винтами под крест, под крестовую отвертку.
И посмотрим, как, что, где и почем. А вот здесь у нас под торкс, по-моему, по-моему, под 15 торкс. Вот эти вот винты, сам редуктор. Разобрал все до мелочей, так сказать, продемонстрировать вам. Вот, давайте посмотрим. Ну, как вы видите, стоит у нас бесщеточный движок такой малыш. Я не знаю, как он, в принципе, выдаст 800 ньютон. Ну, все дело, конечно же, не в двигателе, а в молотковой части. Я хочу вам сейчас показать редуктор, показать наличие смазки. То есть смазки предостаточно. Очень большое количество смазки. Видите, какая-то красная, не то коричневая. Все просто шикарно. А может быть, тут конструкция другая, друзья. Может быть, редуктор выходит. О, сейчас мы с вами все откроем. Вот как тут все сделано-то. Век живи, век учись. Блин. Ну и вот, добрались мы, да. Тут система немножко другая. Мы добрались до сердца. Смазки очень, друзья, много. Я бы даже сказал, что сильно много смазки в этом гайковерте. Так как на молотке, по моему мнению, смазки должно быть просто по минимуму. Так как смазка у нас является демпфером. И при ударе, если у нас между молотком и этим вот, ну давайте называть наковальней, появляется смазка, она, соответственно, удар у нас демпфирует. То есть делает меньший удар. Ну вот, я потом попозже, наверное, опять это все дело разберу и почищу сам, друзья, вот этот вот молоток. Потому что смазки просто немерено. Просто ну, молодцы, конечно, китайцы, но уже в этом случае, я думаю, это перебор. Все, собираем назад. Так, собираем назад. Давайте дальше посмотрим, что у нас тут есть. Ну, тут я уже показывал, что смазки у нас предостаточное количество. Все, в принципе, по крутяку. Ну, у нас в комплекте, как всегда, кнопочка, которая у нас управляет оборотами взаимодействия с данной платой. Плата полностью залита каким-то либо компаундом, либо эпоксидной смолой. А вот, друзья, провода здесь такие дубовенькие. В прошлой технике, допустим, от Хаймера, вот, допустим, в ножницах, там были что-то похоже на силикон. А здесь уже видно, что они просто дубовые. Вот. Ну, а в принципе все достаточно добротно собрано и отлично. Подшипнички. Ничего не шумит, не гремит. Ну, вот как-то так. Так, что у нас касается, ребята, по корпусу. Так, эту часть я уже показал, слава богу. Корпус тоже добротный. В принципе, ничем не отличается, я бы сказал, от корпуса Хаймера. Все так же. Все такой же бархатистый. Наждачка примерно 600-ка. А может быть и 800-ка. Очень классный пластик. То есть все эти резиновые, видите, впайки у нас пропаяны насквозь на такие а-ля заклепки. И все. Ну, у Хаммера, если вы помните, они очень маленькие, их побольше. А здесь же, видите, допустим, на нашу рукоятку. Так, если брать, то на эту вот часть одна у нас идет всего лишь. И на верхушке там, ну, считай, на 3 квадратных сантиметра по одной этой вот заклепке резиновой. Ну и здесь все вклеено, впаяно. В принципе, все добротно. Вот Хаймером уже пользуюсь сколько я, и каждый божий день, и все шикарно. Ну, нам остается узнать, хуже он, или лучше, или точно такой же. Только что заявлено 800 ньютон. Все, ребята, я собираю и пойдем что-нибудь там покрутим. Наверное, будем крутить без динамо-ключа, так как смысла я в динамо-ключе не вижу. Могу найти только на 300 ньютон на метр. Вот что нам ничего ни о чем не скажет. Закрутим сразу, допустим, одним гайковертом какую-нибудь гайку. Попробуем открутить вторым. Закрутим вторым, попробуем открутить первым. Ну и как-то так мы придем к общему выводу. Что да как. То есть, если у нас этот заявлен 550-650, то при затяжке этим, по логике вещей, наш Хаммер не должен открутить болт. Ну а как оно будет, посмотрите сами. Все, ребята, ждем. Короче, народ, смотрите, есть у меня бус, колеса у которого не снимались около 4 лет. Вот, и каково же было мое удивление, то есть я разобрал ту сторону, сейчас я покажу, мне на днях тут произошло ЧП, загорелся просто огнем генератор под капотом. Разобрал вот эту сторону,
Я думаю, тут более-менее видно колесо. То есть колесо пытался открутить, друзья, хаммером. И хаммер их просто не взял. Так как зажимал я раньше, помогал трубой. И вот 4 года, видимо, дали знать свое. Так, и каково же было мое удивление, что на этой стороне, я не знаю, может быть, пойдут они остальные болты и хаммером. Но вот этот вот Людивий взял болт просто налегке. Поэтому сейчас с вами посмотрим, как что у нас их возьмет хаммер. Так, смотрите, показываю. То есть вот этот вот болт, если вам видно, сбитые грани, вот я его пробовал крутить. Остальные 4 я не крутил. Надеюсь, друзья, вам, давайте я так вот поближе покажу. Вам хорошо видно. Видите, грани сбиты в этом болту. Остальные все у нас ржавые, грубо говоря. Так, и будем пробовать болт крутить хаммером. Так, крутим на большой передаче сейчас. Да, тут передача только что у нас одна, я сам забыл. Вот, короче, поехали. Давайте вот это вот, допустим, этот болт и хаммером пробуем. Ага, взял. Взял, ребята. Долго, но взял. Я не понял, у меня головка лопнула, что ли? Так, давайте еще один. Тоже взял. Не получилось у нас, короче. Вот. А на той стороне я ни один из 5 болтов не взял хаммером. Видимо, там было сильнее зажато. Ну, давайте еще 2 болта попробуем вот этим крутануть. Так, у нас остался нижний и верхний. Пошел. Ну и этот. Пошел, ребят. Вот. Думал, не пойдут, но они, блин, пошли. Так, попробовать еще на задних колесах что-нибудь открутить. Головка горячая. Так, меняем инструмент на хаммер. И идем, смотрим заднее колесо. Заднее колесо, ребята, я еще вообще даже не трогал. Так. Освещение переставили. Давайте заднее. Заднее колесо, то я, по-моему, недавно крутил, делая обзор. А это я не крутил. Короче, ребята, как видно, болты все ржавые. Ну и будем пробовать крутить. Так, первым делом берем хаммер. Пробуем. Тут налегке. Короче, друзья, все, приехали. Лопнула головка. То есть головка ванадий, хром ванадий. И она у меня просто лопнула. Не знаю, как показать, но вот здесь вот есть трещина. Просто лопнула головка. Вот вам и сила. Не знаю, она лопнула от этого гайковерта, либо от другого. Ладно, пойдем мы на стол, зажмем в тиски тормозную рамку и попробуем опять поэкспериментировать. Одним зажмем, вторым открутим. Ну, у меня такое чувство, что они 2 брата-близнеца по мощности. Короче, народ, давайте еще попробуем один эксперимент. Попробуем открутить шрустную гайку. Вот, для этого будем использовать вот такую вот уже хром-молибденовую голову с таким вот, ребята, переходником. То есть вы тоже все должны знать и понимать, чем больше у нас всяких переходничков, тем меньше у нас получается сила удара, так как все это люфтит и демпфирует. Ну что, давайте пробовать.
Шрузная гайка хоть, ребята, и новая с виду кажется, ну, стоит под колпачком, вы сами все видели, но очень-очень давно менялся этот шруз. Так, погнали пробовать. Пожалуйста. Отличный агрегат. Видите, шрузную гайку менялась, я честно вам говорю, очень давно. Просто гайка у нас идет хромированная, поэтому она кажется новой. Вот такие, ребята, дела. Все, и опять хорошо. Значит, народ, будем вкручивать вот такой вот болт. Болт у нас на 18. Надеюсь, видно. Тормозную рамку от тягача МАН. Вот, боюсь порвать и эту головку. Не знаю, какой аппарат из них порвал. Но головки, конечно, слава богу, у меня уже эти отработали и отжили. Кому интересно, есть обзор тоже на канал. Ну, когда их купил, наборчик. Вот, они, видимо, хром ванадий, но ничего нигде не сказано. Конечно же, надо хром-молибден для таких аппаратов, но нет в наличии пока. Поэтому будем пользоваться тем, что имеем. Так, первым закручиваем болт хаммером. Так, я, наверное, наживлю. Ну и погнали. Так, закручиваем, давайте смотреть. На большой скорости. Так, немножко подержал, дабы было все честно. Теперь берем наш Людиви, новый агрегат. Ставим головку и пробуем открутить, подкрутит ли он. Так, пробуем. Я бы сказал, друзья, даже налегке. Так, теперь зажимаем опять болт. На 5 на большой скорости немножко подержим. Так, у меня тут тиски поехали. Давайте я немножко зажму. Так, ну что, погнали. Кстати, если судить по слуху, то вот этот вот Людиви почему-то сильнее бьет. Но это сугубо мои субъективные ощущения. И берем наш хаммер. И пробуем, ребята, открутить хаммером. Так, на отворот. И погнали. Тоже налегке. Короче, ребята, я делаю вывод, что это просто два брата-близнеца, такие же хорошие, такие же, в принципе, мощные. Видите, я не знаю, какой из аппаратов разорвал мою голову на 19, который кирдык. Вот здесь вот есть трещина. Вот, конечно же, для гайковертов, ребята, пользуйтесь всегда, соответственно, хром-молибденовыми головками. Ну, а сегодня у нас был на обзоре вот такой вот чудо-агрегат от Людиви. И соревновался он с хаммером. Значит, кому, ребята, интересно, оставлю ссылку в описании. Посмотрите, может быть, он будет дешевле хаммера. Тем более, сейчас у нас распродажа. Поэтому два брата-близнеца. Конечно же, еще я попробую смыть смазку с молотка немножко, потому что там ее уж очень много. Сердце любого инструмента, конечно же, это должен быть классный и хороший аккумулятор. Вот, аккумулятор этот от хаммера, просто супер аккумулятор. Кто бы там что ни говорил, может быть, мне попался хороший, но я не знаю. Вот живет с момента моей покупки данного гайковерта, живет и здравствует. И крутит каждый божий день. Все, ребята, на этом. Всем спасибо. Надеюсь, было вам что-то полезное и интересно. Хотя, опять же, нет динамометрического ключа на
хотя бы на 1000 ньютон, тогда мы с вами что-то могли уже более конкретно сказать по данным этим двум гайковертам. Но я целиком и полностью доволен, всем рекомендую, поэтому смотрите сами уже, что купить, это ваше дело. Все, пока-пока.